Всем привет! Меня зовут Вадим Безделев. Как карты Таро вам помогут понять, кто вы на самом деле. Не торопитесь выключать трансляцию. Действительно, карта Таро это очень такой волшебный магический инструмент. Но что вы о нем не знаете и нигде не узнали бы до того как. В системе Таро есть 22 старших аркана, которые описывают 22 вида энергии, которые находятся у нас здесь в сознании. Сознание человека создано по образу и подобию сознания гения Земли, нашей планеты. И являясь частью ее мозга, в нас тоже есть эти энергии. Энергии описаны арканами Таро, и в том числе цифрами. И вот если мы анализируем свою дату рождения и понимаем, какой сакральный код у нас есть, число судьбы или число жизненного пути, то сопоставив с энергиями арканов, мы поймем, какой энергии в нашем сознании априори больше, на что мы более заряжены, направлены, и как нам эту секретную силу, которая есть в нас, дар, назовите его как хотите, как угодно, как сделать так, чтобы им воспользоваться. В общем, сегодня я вам буду про это рассказывать. Вооружайтесь ручками, бумажками, берите свою дату рождения, будем считать, будем смотреть. Итак, допустим, у вас есть дата рождения. Ну вот, можно любую дату взять. Например, вот возьмем, давайте, 14.06. 74. Вот такая дата рождения. Человек родился 14 июня 74 года. Как из этой даты нам понять, какая карта Таро, какой аркан силы он будет нам, собственно говоря, всю жизнь либо поперек горла стоять, либо наоборот помогать. Давайте посчитаем. Мы должны соединить все 8 цифр в строку. Соединяем 1 плюс 4, 5 плюс 6, 11 плюс 10, 21 плюс 7, 28 плюс 4, 32. У нас получилось число 32. Такого аркана в системе Таро не существует, нет такого номера. Да? То есть старший аркан их всего 22. То есть это нумерологический диапазон от 1 до 22. Поэтому что мы делаем? Мы вот это число продолжаем дальше суммировать. И что у нас получается? 3 плюс 2 это 5. И вот именно 5 это будет сакральное число в этой дате. И в системе Таро мы находим пятый аркан, Верховный Жрец, который будет описывать всю вашу жизнь. Вот так вот он выглядит. Зная архетип Верховного Жреца, к слову, картам Таро уже обучают в психологических институтах, в психотерапии, понимают смысл арканов, понимают то, как психика работает человека и расшифровывают его модели поведения. Называется архетипы, то есть можно личность описать, используя карту Таро. Вот я сейчас вам расскажу вкратце. На тренинге этой информации будет гораздо больше о том, как Таро работают, как вообще работает с колодой. Но к слову о том, что практически нам может принести колода карт Таро, сейчас будет. Итак, у нас, ну давайте, у кого получилась цифра 5, да, это Верховный Жрец, карта описывает вас как владельца тайной силы, способного передавать знания. Вот вы можете быть учителем, вы можете быть преподавателем, вы можете быть наставником, духовным мастером. У вас хорошо будет получаться наставлять других людей, что-то объяснять, подсказывать. Вот это те, кто в сумме получил цифру 5. Если у вас в сумме получилась цифра 11, а мы помним, что диапазон 1,22, это говорит о том, что вы очень справедливый человек, вы обладаете чувством меры, вы можете определить, что плохо, что хорошо, и у вас любые активности, любая деятельность ваша, связанная с законом, с деятельностью, с погонами, с системами, но у вас будет очень хорошо получаться. То есть, какой нужно сделать здесь вывод? Что когда я знаю, когда вы знаете свою дату, свой сакральный код, когда вы знаете, какой аркан этому соответствует, вы можете эти знания применить практически в повседневной своей жизни. Так, например, если у вас цифра 8 и 8 аркан, ну вообще в системе Таро 8 аркан, сила говорит о том, что человек обладает внутренней такой звериной силой. Это будет хорошо получаться спорт, вот животная сила физическая, она у вас есть. Этот человек способен неисчерпаемым иметь неисчерпаемый источник энергии денег.
И сексуальности в том числе. То есть 8, они от природы сексуальны. Посмотрите на себя в зеркало, посмотрите на окружающих ваших людей, у кого в сумме в дате рождения получается 8. От природы гиперсексуальны. Так ли это? И карты Таро, они хранят еще больше количество тайн. 9. Если у вас получилось 9, это будет соответствие 9 старшему аркану Таро отшельник, мудрец. Обязательно нужно заниматься интеллектуальной деятельностью, развивать в себе мудрость. Вы можете учить, наставлять, помогать, заниматься благотворительностью, сострадать другим людям. Ваша скрытая тайная сила в том, что вы защитник, вы должны защищать вообще все человечество. Соответственно, и такие же виды деятельности вам подойдут. Итак, в жизни ваш характер, он будет проявляться. Зная это и зная эту информацию о других людях, вы можете правильно с ними взаимодействовать. Согласитесь, все-таки, когда ты знаешь, кто перед тобой, ты можешь заранее понять, как тебе себя вести. Если у вас в сумме получилась цифра 15, это соответствие аркану дьявола, вот такому страшному аркану, но ничего страшного здесь нет. Он говорит о том, что вы имеете потенциал стать хозяином в материальном мире. То есть да, вот взять, стать хозяином, иметь много денег, имущества, всего чего только хотите. Эта карта говорит о возможности легких денег. Они к вам легко приходят. Но и опасная сторона – это зависимость. Если в сумме 16, то карта говорит о том, что вам необходимо решить все вопросы, связанные с недвижимостью. Все, что связано со здоровьем, это вот камень преткновения в вашей жизни, в вашей матрице. Будьте, пожалуйста, внимательны. Вы можете слишком долго решать вопросы с недвижкой. Если вы пойдете работать в сферу недвижимости, это будет бинго, то есть у вас это будет получаться легко. Если вы будете этому долго сопротивляться, то увы. Плюс 16-й аркан говорит о том, что у вас есть сила разрушения негативной энергии. Нужно быть человеком, который не терпит никакой негатив вокруг себя. Соответственно, я вам рекомендую эту силу использовать. Здесь есть немножечко такой магичности. Если в сумме 7, то у вас есть пробивная сила, способность достигать любой поставленной цели. То есть вам главное понять, как она работает. Коротко секрет. Эта сила работает так, что вы моторите и не отпускаете педаль газа от слова совсем никогда. Если 3 получилось вот здесь, в сумме, да, например, 30 у вас получилось, 30 это 3 плюс 0, 3, то это третий аркан, императрица. Это гармония, это женщина, это семья, это о том, что создавать семьи, создавать гармонию, заниматься детьми. У вас есть сила природного магнетизма, вот с рождения. Если вы не пользуетесь, она у вас есть. Это не значит, что вы как бы должны так поступать. Вы просто ею не пользуетесь, но она у вас есть. А Вселенная не виновата в том, что вы не знаете. Находите способы, узнавайте. Сейчас мы описываем с вами дату рождения, я вам рассказываю про то, что есть в дате рождения. А когда вы можете взять любые карты в руки и подумать, правильно настроиться и расшифровать вот тот хаос, который творится в душе или в сердце, да, просто взяв карту, посмотрев, то карта дает тебе совет, она помогает тебе понять, что с тобой происходит. Здесь это не угадание о том, что будет там 25 мужей, 37 жен и так далее. Это не об этом, это о том, чтобы понять свою истинную природу, свои таланты, свои способности, свои возможности и как можно раньше их развить. Я с детства занимаюсь картами Таро, обучаю людей с 18 лет, очень давно, ну, мне уже далеко за 30, и я уже знаю, что за все эти годы я создал свою систему, я ее запатентовал. Единственный в Российской Федерации тренер эзокоуч, у кого есть запатентованная методика обучения картам Таро. Все, больше других нет. Это факт. Поэтому я отвечаю за свои слова. И если вы хотите использовать карты Таро в своей жизни, чтобы вам было полезно знать, куда отправить ребенка, куда отправить своего мужа, какого мужа выбрать или какую выбрать жену, когда тебе стоит переезжать в другой город, когда не стоит, то есть чем это чревато. То есть мы можем просчитать все вот эти вариации, вариантные последствия. Почему? Потому что уже есть тенденция у нашей планете, частью которой мы являемся, сколько она проживет. И это не год, не два, не 10 и даже не 100, гораздо больше. Понятно, что метеорит может в любой момент упасть, но
Есть тенденция, есть предпосылки. Поверьте, срок жизни человека 100, допустим, максимум 150 лет. На ваш век однозначно хватит. То есть вы сможете понять, как с помощью карт Таро пользоваться этими знаниями и быть эффективными здесь и сейчас. Как энергии, которые вот в вашем сознании, в вашей голове протекают, как они себя ведут снаружи, во взаимоотношении с другими людьми. Например, если вы видите человека, у которого в сумме 13, человек разрушительный, может что угодно разрушить, а вы с ним собираетесь заключить брак. Или вы смотрите совместимость ваших себя и другого человека, у вас в сумме получается 13-й аркан, то есть можно вот эту цифру соединить с цифрой вашего партнера. У вас получается 13-й аркан. Разрушение. Нужно идти в такой брак? Да ни в коем случае не нужно, он тут же будет разрушен. То есть, чтобы обезопасить себя от негативных энергий, эмоций, чувств, вы можете это знание использовать во благо себе, просто посчитав и узнав, что за каждым арканом стоит. Да, это очень похоже на нумерологию. Я обучаю нумерологию очень профессионально, делаю, наверняка вы слышали уже об этом, но сегодня мы говорим о Таро, потому что этих карт не нужно бояться, они существуют многие сотни и тысячи лет. Сейчас создаются метафорические ассоциативные карты по образу и подобию карт Таро. Первоисточник – это карты Таро. Не нужно придумать велосипед. Велосипед уже есть. Ни одна метафорическая колода не заменит колоду карт Таро. Поэтому, поняв глубинный смысл всех 78 карт, научившись этим пользоваться, вам не нужно будет обращаться ни к каким экстрасенсам, шаманам и так далее. Вам можно будет, взяв колоду в свои руки, просто самим себе ответить на любой вопрос. Или на вопрос вашего мужа, супруги, детей, близких, и быть эффективными. Но я, кстати, закончу. Если у вас в сумме получилось 20, то у вас очень активно в подсознании вы можете видеть мир духов. В этом ваш есть скрытый код. И все странности, которые вы замечаете, это вовсе не странности. Если в сумме получилась единица, то это говорит о том, что вы можете создавать все что угодно. Вам нужно создавать. Вы можете браться за любое дело. Да, может изначально их не быть данных. Может в самом начале вашей жизни не быть большого наследства, но вы можете его себе сколотить, это состояние. Важно правильно понять. Если у вас 17, ваш аркан силы, то это сила интуиции, у вас очень активная в жизни интуиция. И однозначно нужно ее слушать, 100%. Больше никого. Свою интуицию, потому что она вас, как путеводная звезда, приведет к самому лучшему результату. Если в сумме 6, это о том, что нужно научиться делать выбор. Вы мечтесь, вы влюбляетесь легко, вас можно легко искусить, но вы мечтесь в своем выборе. И судьба, вселенная, судьбы нет, судьба в контексте карма. Вселенная будет проверять, у вас будут появляться события за событием, чтобы вы именно делали выбор. И тогда, когда вам кажется, что вы сделали выбор, вы все равно будете опять задаваться вопросом, так налево или направо. И вот это как раз таки про цифру 6. Кстати, цифра 6 является цифрой богатства, числом богатства. Если у вас 6-й аркан, вы априори заряжены на богатство с рождения. Вопрос, знаете, как вы этим как пользоваться или нет? Если в сумме 21, это энергия исцеления и гармонии. То есть вы можете быть целителем, вы можете приложить руки и исцелить другого человека. То есть ваша энергия, она является целебной, вы топливо, да, то есть вами могут пользоваться другие люди. Зная это в самом начале своей жизни, вы просто не позволите себе, окружающим, сесть вам на шею и свесить ноги. Вот просто я вам запрещаю это делать. Если у вас в сумме получилось 14, это еще одна метка целителя, это метка человека, который приводит все процессы в трансформацию, в волшебство, в изменения. Это начало белой полосы. И для других людей вы будете тем, кто помогает начать белую полосу, да, то есть помогает начать что-то очень хорошее. Вами могут пользоваться, знайте об этом, но самое важное, чтобы вы научились этим управлять и не позволяли, опять же, повторюсь, сесть себе на шею. Если у вас в сумме 12, то ваша сила в том, что вы тоже человек-магнит, вы можете себе притянуть и мужское, и женское, 1 и 2. Здесь два волшебных числа, мужская магия, женская магия. Но вы можете уходить в зависимость. Здесь есть такая темная сторона медали. Вы можете уходить в зависимость. И вам ни в коем случае, вот совсем в жизни нельзя ни от чего, ни от кого зависеть. Не создать их привязанностей. Когда вы понимаете вот эти свои
мотивы, когда вы понимаете, почему вы так поступаете, зная, что у вас управляющее число 12, вы просто не допускаете в своей жизни негативных ситуаций, которые могут просто по незнанию вам навредить вашими же собственными руками. Поэтому будьте внимательны. Если в сумме 19 получилось, то вы, априори, очень счастливый человек, вы ребенок, детство играет везде и всюду у вас и постоянно. Это очень, не знаю, хорошо или плохо, это просто так и есть. Будьте всегда счастливы. Вы этим своим счастьем можете заразить других людей. Если в 18, то вы путешественник, нужно путешествовать, разгадывать новые тайны, видеть новые страны и познавать новое, преодолевать препятствия. Таких людей, у кого в сумме получилось вот здесь 18, еще могут предавать близкие и родные, и поэтому вам нужно научиться отказываться от прошлой жизни. Но это уже мы перешли в контекст предназначения, потому что с помощью Картера можно понять свое предназначение. Так, у нас осталось 4 карты, едем дальше. 10-й аркан. 10-й аркан говорит о том, что, ну вот грубо скажу, но вы рука судьбы, и вам однозначно нужно заниматься только положительной деятельностью. Вам нельзя никакой корысти в жизни включать, потому что вы запускаете перемены. Если вы будете думать о каком-то корыстном моменте, эти перемены не запустятся. Если у вас в сумме получилось 2, вы ключ к тайным знаниям, у вас они есть в вашей жизни, энергии, в сознании, есть у вас доступ к тайным знаниям. Нужно его срочно открыть, получить и пользоваться и передавать. Если в сумме у вас получился 22, это он же нулевой аркан шут, это способность все время обучаться. То есть вам нужно, чтобы вы обучались. Вы вечный студент, вы в рубахе родились. Вас всегда будут оберегать. Но при этом по жизни будет казаться, что вы ходите по краю, по лезвию, по краю пропасти. И если в сумме у вас получилась цифра 4, это император, это жестокость, власть, но в то же время это хозяин материального мира. То есть это человек, который имеет потенциал стать хозяином в своей жизни. Так вот, ну, хозяин, в смысле, иметь большие имущества, состояния, благосостояние. То есть, пожалуйста, руководящие должности вам только туда. Быть просто наемным рабочим и работать на заводе с зарплатой 5000 рублей, не покладая рук 31 день в месяц, вам нельзя. Вы другого поля ягода. Соответственно, как нам могут помочь карты Таро? Мы берем карты в руки, да, мы задаем вопрос, что несет мне день грядущий. Мы достаем одну карту, и мы видим, что конкретно эта карта дает, какую нам информацию. Зная о том, какая будет погода, это как прогноз погоды, можем скоординировать свои действия, стать еще более эффективными в своей жизни. Поверьте. И когда вы знаете это, вы становитесь в своей жизни хозяином. Что лучше? Знать, где себе подстелить соломку? Или упасть, расшибиться, а потом думать: ой, да, действительно, я же мог это сделать совершенно по-другому. Да? Когда-нибудь, почему я учу анализировать свой мозг. У нас в голове все в образах, у нас в голове все в картинках, сны в картинках, у нас нет там текста и слов. И нам нужно в любой ситуации, как говорится, в любой непонятной ситуации, доставая карту Таро, в любой непонятной ситуации мы просто достаем карту или несколько карт и получаем совет. Мы анализируем вот эту энергию, которая описана картами Таро. Мы анализируем цифры и понимаем, как нам проложить путь к своему наилучшему результату. Это называется получить вектор к своему успеху. И вы поймете для себя, как с помощью всего лишь колоды карт Таро стать эффективным, счастливым, потрясающим человеком. Как зарядить своих близких, родных на позитив и как добиться любой своей цели. С вами был Владимир Безелев. До новых встреч. Счастливо. Пока-пока. Увидимся.